Всем привет! В этом уроке мы с вами разберем 4 панели в Spine, каждая из которых по-своему полезна, но по отдельности они не настолько объемные, чтобы делать под каждую свой урок. Поэтому я собрал их в один, и мы пройдемся по Animation View, Audio View, Mesh Tools и Outline View. Каждая из них решает свою конкретную задачу. Допустим, Animation View дает быстрый доступ к списку анимаций, Audio View позволяет работать со звуком, событиями, Mesh Tools — это инструмент для такого мягкого выделения вертексов, а Outline View — это дополнительная кнопка просмотра скелета без каких-то лишних элементов интерфейса. Давайте разбираться по порядку. Начнем с Animation Views. Это, наверное, самое простое из 4 окон. Задача этого окна — дать вам быстрый доступ к списку анимаций выбранного скелета. Для того, чтобы открыть это окно, мы можем и в режиме Setup, и в режиме анимации просто перейти в вкладку Views и выбрать здесь Animations. И вы видите, что у вас появится список с анимациями, которые уже сделаны для определенного скелета. Если вы включите несколько скелетов, то у вас появится еще и вкладка с выбором скелета. У меня для каждого скелета одни и те же анимации, а у вас они могут отличаться. То же самое окно можно открыть в режиме Animation, просто перейдите в этот режим. Вы можете, опять же, из выпадающего меню выбрать окно с анимациями, либо нажать комбинацию клавиш Alt-A. Вот у вас есть такое же окно с анимациями. Зачем оно нужно? Если вы раньше переключались между анимациями через дерево, то есть вышли сюда, в анимации, и вот здесь переключали все эти анимации, то Animation View избавляет вас от этой лишней возни. Открыли эту вкладку, и перед вами сразу полный список всех анимаций текущего скелета. Ровно в таком же порядке, как и они идут в дереве. То есть, допустим, какая логика у вас была до этого, если вы не использовали это окно. Вы работали, предположим, в графе, что-то делали, и чтобы включить какую-то анимацию, нажимали, допустим, вот на строку с анимацией, переходили в раздел анимации, или сами листали, допустим, через все кости листали вниз, чтобы добраться до анимации, включали здесь анимацию, или делали это через двойной клик по анимации на окне превью, то сейчас вы просто можете переключаться между анимациями, не скролля все это дерево. Это очень удобно, и рекомендую вам использовать этот инструмент. Вы можете его, допустим, поместить куда-то сюда, и вот у вас будет всегда список под рукой. Таким образом, удобно переходить между анимациями, вообще не трогая дерево. Особенно это удобно, когда, как я говорил, у вас много скелетов, которые вы должны анимировать. И вот в таком случае представьте, что вам нужно переходить из одного скелета в папку с анимациями. Если он еще раскрыт полностью, то это очень много лишних действий, когда вам нужно что-то делать. Здесь просто выбираете нужный скелет и включаете нужную анимацию. Вот и все дела. Очень удобно, поэтому рекомендую к использованию. Из этого окна также можно делать переименование анимации. Для этого вы нажимаете сначала один раз правой клавишей на анимацию, и после этого два раза кликаете по ней. Почему так? Когда вы нажимаете правой клавишей, дерево сразу перемещается к ноде с анимацией. И после этого вы нажимаете два раза на анимацию, и появляется диалоговое окно с выбором имени для переименования. Если анимационная нода не будет выбрана, допустим, вот вы находитесь, у вас выбрана какая-то кость или что-то еще другое выбрано, и вы два раза нажмете на анимацию, то у вас ничего не произойдет, вы не сможете ее переименовать. Поэтому просто нажимаете правой клавишей и два раза, и тогда вы сможете переименовать эту анимацию. Справа от названия вкладки Animation есть вот такой вот значок. Это иконка создания новой анимации. Нажимаете на нее, и появляется диалоговое окно, в которое можно ввести название новой анимации. Вы здесь пишете название новой анимации, нажимаете ОК, и у вас эта анимация становится автоматически активной. В общем, Animation View — это про скорость и удобство, особенно когда у вас там много анимаций, и вы часто между ними переключаетесь. Я очень часто пользуюсь этим окном в работе. Двигаемся дальше. Сейчас мы поговорим про Audio View. Это окно для работы с звуковыми событиями, которые заклеены в вашей анимации. Что она из себя представляет? Включается она также из режима анимации. Вы можете перейти в Views и выбрать, собственно, аудио. Либо нажать Option U. Нажимаете Option U, и появляется данное окно. Как вы видите, сейчас в окне ничего нет. Все потому, что мы еще не добавили в анимацию аудиоивенты. Для начала, если вы хотите создавать аудиоивенты, вам нужно подключить аудиопапку к проекту. Это можно сделать через ноду аудио. Когда вы ее раскрываете, у меня здесь уже подключена аудиопапка. Но если она не подключена, все, что вам нужно сделать, это в опциях нажать кнопку Enable. Кстати говоря, эта кнопка появилась только в версии 4.3. До этого в целом не нужно было нажимать Enable, у вас была только кнопка Limit Scanning. Вы нажимаете этот чекбокс, и у вас появляется активный путь. Теперь вам нужно выбрать этот путь. Когда вы выбрали путь к папке, она не обязательно должна находиться в проекте, в котором вы работаете. То есть это просто может даже в папке Downloads быть или где угодно. Главное, чтобы вы выбрали путь к этой папке, в которой находится аудио. Нажимаете Open, и у вас становятся видимыми все аудиофайлы. Это включая MP3, WAV и OGG, по-моему, он так называется. Что теперь? Допустим, у вас много каких-то аудиофайлов, вы хотите выбрать только один. Нажимаете на него, и вот снизу появляется кнопочка New Event. Нажимаете на эту кнопочку, и все, ваш ивент создан. Он автоматически принимает имя аудиофайла. Вы, конечно, можете переименовать его через вот эту кнопочку переименования. Создание ивента вы можете сделать и в Setup моде. То есть, смотрите, допустим, удалим 3 ивента, окей. Переходим в Setup мод. Вы видите, что у нас также есть папка с аудио. Вы также можете выбрать путь. Все то же самое, что и в сетапе. И теперь просто выбираете необходимый файл и нажимаете New Event. Все, они у вас появляются вот здесь. Что теперь? У вас есть анимация. Давайте теперь добавим звуковые ивенты в эту анимацию. Для этого мы выбираем кадр. Давайте начнем с нулевого и поставим ключ для любого аудиофайла.
Вот мы выставили ключ, и что мы видим? Если перейдем в Docshits, это обычный ключ, который показывает длину этого аудиофайла. То есть он у вас по факту занимает примерно 36 кадров. Это при текущем фреймрейте 1 секунда. В окне аудио вы видите визуально этот аудиофайл. То есть вы можете посмотреть, где у него находятся пики, где он стартует. А мы можем сказать, что до 5 кадра это просто тишина. И после 15 кадра это тоже просто тишина. Таким образом, вы визуально можете синхронизировать. Если у вас, допустим, на 20 кадре персонаж ступает на землю и нужно добавить звук шага, вы просто перемещаете этот ивент на таймлайне так, чтобы звук шага совпал с касанием ноги персонажа земли. В этом плане это очень удобно. По логике вы, конечно, можете и обрезать данный аудиофайл в каком-то редакторе, чтобы он не начинался с пустоты, но это не всегда необходимо. Также есть важный момент. Если у звукового события в ноде event снята галочка видимости, то он не появится в окне аудио. Вот если мы здесь уберем точку видимости для error, вы видите, что этот звуковой event исчез из аудиоокна. Давайте вернем его назад. Теперь давайте поговорим про громкость звуковых ивентов. За глобальную громкость отвечает вот этот слайдер. Перемещаете его влево или вправо, и, соответственно, меняется громкость всех ивентов. Рядом с ним находится кнопка Mute, она выключает громкость на 0. Если вам нужно скорректировать громкость какого-то определенного ивента, вы выбираете этот ивент в ноде ивентов, то есть просто можете нажать на данное название здесь в строке, либо переместиться, соответственно, в дереве, выбрать нужный ивент. То есть вот мы сейчас выбрали ивент Delete, переходим к началу этого ключа, и что мы делаем? Мы просто-напросто берем и изменяем громкость этого ивента. Важно отметить, что вы не можете изменить громкость с течением времени. То есть, если вы думаете, что перейдя на 20 кадр, измените громкость для этого же ивента Delete, то эта громкость изменится с течением времени. Нет, создастся новый ключ. Вы видите, что у нас создался новый ключ, новый ивент Delete, вот этот голубого цвета. То есть, если мы пройдемся, вы видите, что waveform одинаковый. Соответственно, у этого ключа звук выставлен на 18, а у этого ключа звук выставлен на 46. И если перемещаться, видите, ничего тут с течением времени не меняется. Просто это ключ, который просто задает параметры для аудиоивента. Вы можете тут выставить баланс с какой-то стороны и так далее, если у вас позволяет это делать аудиосистема. Но изменить громкость ключами с течением времени для одного аудиофайла нельзя. Надеюсь, это понятно. Ниже находится селектор аудиодевайсов. Здесь вы можете выбрать какие-то определенные аудиодевайсы, если у вас подключена какая-то крутая аудиокарта и так далее. Это все можно выбрать в этом всплывающем меню. В целом можно сказать, что Audio View особенно полезно для аниматоров, которые работают, там, допустим, с липсинком, синхронизацией губ под речь. Но на практике в игровой индустрии очень редко можно встретить, чтобы от вас была необходимость вставлять аудиофайлы в анимацию. Итак, переходим к инструменту Mesh Tool. Этот инструмент, который дает так называемое мягкое выделение для вертексов. Если вы работаете с мешем, это окно способно сэкономить вам достаточно много времени. Как оно работает? Во-первых, оно доступно и в режиме Setup, и в режиме Animate. Все, что вам нужно делать, чтобы его открыть, переходите в всплывающее меню Views и выбираете здесь Mesh Tool. Вот так он выглядит. Итак, как работает этот инструмент? Для начала давайте переведем наше изображение в Mesh, потому что этот инструмент работает только с вершинами Mesh. Это могут быть не только изображения, но и пути, а также маски. Мы перевели наше изображение в Mesh. Давайте добавим немножко вершин. Я сгенерирую их. Окей. Для того, чтобы активировать этот инструмент, нужно нажать чекбокс Soft Selection. Нажимаем его, видите, у нас появляются активными такие строки, как size и feather. Size определяет размер нашего влияния. То есть вы видите, что когда я подвожу к любому из вертексов курсор, то появляется такая окружность. Она и указывает на то, какого размера будет влияние. То есть все вертексы, которые находятся внутри этой окружности, подвергнутся влиянию наших трансформаций, наших воздействий. Когда вы меняете, естественно, передвигаете слайдер, вы меняете размер кисти. Причем можно слайдер, естественно, передвигать за его UI. За что у нас отвечает настройка feather? Это процент от размера, который определяет зону плавного спада. При нулевом значении все вершины в пределах выбранного размера, который мы выбираем, подвержены трансформации. И эта трансформация пропорциональна. То есть если я поставил feather на 0 и перемещаю, допустим, вот этот вертекс, то все, что находится в этой окружности, будет перемещаться так же, если бы я просто взял, выключил этот инструмент, выбрал вот эти вертексы и переместил. Вы видите, что они перемещаются, трансформируются все пропорционально. Ну, если я повышаю значение feather, вы видите, что в viewport рисуется два круга. Внешний показывает полный размер кисти, а внутренний условную границу жесткости. То есть внутренняя окружность отвечает за жесткость, а внешняя за спад этой жесткости. Вот, и если мы сейчас будем перемещать вот этот вертекс, то все, что находится внутри внутренней окружности, будет перемещаться пропорционально. А все, что находится между двумя окружностями, будет перемещаться более мягко, так сказать. Также, кроме инструмента трансформации, работают инструменты scale и поворот. Если мы выберем инструмент поворот, то при повороте у вас будут сильнее поворачиваться те, которые находятся ближе к центру окружности, и слабее поворачиваться вертексы, которые находятся на окраине окружности. И последняя здесь настройка — это Hall Vertices. Что она означает? Когда этот чекбокс включен, внешняя оболочка меша не затрагивается мягким выделением. Зачем это нужно? Допустим, вот вы хотите поработать с внутренними вершинами меша, чтобы создать какой-то псевдо-3D-эффект, но при этом не изменять форму самого меша. Я начинаю трансформацию, и вы видите, что внешняя оболочка никак не перемещается.
перемещается только то, что находится внутри. Все, допустим, могу уменьшить, видите, что граница меша осталась на месте. Это достаточно удобно. Но если вы хотите ее двигать, просто включаете заново этот чекбокс и можете перемещать ваш меш как вам удобно. И последнее на сегодня окно – это Outline View. Это такой дополнительный дисплей, который показывает позу скелета в чистом виде, там, без костей, без текущего выделения, без всяких элементов интерфейса, которые обычно там загромождают основной viewport. Для того, чтобы его включить, нажимаете Alt-O, и вы здесь видите просто, как будто бы дубликат того, что у вас есть. Этот оранжевый прямоугольник показывает вот эту область, которая сейчас активна во viewport. Перемещая viewport, у нас меняется вот этот оранжевый прямоугольник. То есть вы конкретно можете понять, где находится сейчас ваш viewport. Если вы где-то потерялись, вы видите, что у вас viewport вот где-то в этой области. Чтобы перейти к персонажу, просто нажимаете на любую его часть, и вы переходите к этой части персонажа. Это очень удобно, когда у вас, допустим, очень большой там бэкграунд какой-то, вы анимируете UI, и чтобы не скроллить вот так вот и масштабировать, панорамировать все это, вы просто на аутлайне выделяете нужный элемент и переходите к этому элементу. Думаю, здесь все четко и понятно. У этого окна есть только одна настройка. Здесь можно либо включить, либо выключить показ призраков для данного скелета. Вот и все. Обычно им пользуются так, что перемещают куда-то это окошко подальше, масштабируют его так, чтобы оно не занимало много места, и просто при необходимости перемещают viewport в нужное место. Достаточно удобная опция, но, признаюсь честно, я редко пользуюсь этим окном. На этом все. Увидимся в следующем уроке. Пока.